Девочки, всем привет! Привет, привет! Елена Мюнкин. Здравствуй, Леночка. Спасибо большое, что поддерживаешь. Полина Обласова, добрый вечер, Полина. Очень рада видеть вас в прямом эфире. Спасибо, девчонки, спасибо огромное, что поддерживаете. Итак, сегодня у нас такая тема. Это базы, гель-базы, которые не смазывают стемпинг. Недавно буквально в одном из своих видео, ну там получилось так, что как раз-таки показывала, как я делала вот этот вот дизайн, реверсивный стемпинг на своих ногтях и показала, как его закреплять. И вот Мария Смирнова под этим видео задала вопрос, какие еще базы, гель-базы не смазывают стемпинг. В видео была показана биобаза от Dance Legend, ну то есть именно ею я сначала закрепляла стемпинг, а затем уже перекрывала топом. В принципе, я таким образом закрепляю любой стемпинг дизайн, любой слайдер дизайн, ну, дизайны с фольгой, всегда я закрепляю именно сначала тонким слоем базы, а затем уже любым абсолютно топом, гель-топом. Да, мы сейчас говорим о гелевых материалах. Почему именно таким образом я делаю закрепление? Думаю, ни для кого не секрет, но я все-таки расскажу. Дело в том, что именно база имеет хорошую адгезию а, с материалами, соответственно, поэтому в первую очередь идет перекрытие именно базой. К тому же очень многие топы, гель-топы, они скатываются на поверхности и образуют такие вот, ну как в простонародье, да, называют такие кратеры. Ну это просто вот собирается гель в такие как бы немножко вот. А если мы перекрываем слоем базы, то затем нам уже абсолютно без разницы, каким топом мы перекрываем. Матовым, глянцевым. Конечно же, на сегодняшний день существуют уже, скажем так, гель-топы, которые именно для закрепления слайдер-дизайнов подходят также для закрепления стемпинг-дизайнов. Но на самом деле не все топы, которыми хорошо закреплять слайдер-дизайны, не смазывают стемпинг. Поэтому вот давайте все-таки сегодня мы, наверное, разберем вот эту вот тему именно по поводу того, какие же базы не смазывают стемпинг. Хочу также немножко такую вот ремарочку сделать. Дело в том, что я не фанат сбора каких-то там различных баз. Я особо вот как-то не заказываю базы с Алиэкспресс или еще какие-то базы. Почему? Потому что я для себя выбрала одну торговую марку, с которой работаю, и она меня на сегодняшний день полностью устраивает и по цене, и по качеству. Поэтому какого-то большого количества, разнообразия, скажем так, баз у меня в наличии нет. Но я думаю, у многих есть база Уна, тоже неплохая база, Рабер база. Она у нас тоже будет сегодня в тесте. Также с AliExpress у меня есть база от Born Pretty. Это тоже довольно известная база. Сейчас у них другие флаконы. У меня просто старый формат. Мне тут нравится кисточка. И я в этот пузырек просто иногда переливаю. В последнее время от Born Pretty я заказываю вот этот вот Temperate Top какой-то вот, как тут без сколов там и все такое прочее. Также с AliExpress мы с вами протестируем базу от Beauty Lux. Базу мне присылали на обзор, она у меня как бы есть, я использую ее на типсы, поэтому и она у нас тоже сегодня будет в тесте. У меня также есть база от Madame Glam. Ее мне тоже присылали на обзор, и у меня тут тоже, в принципе, почти полный флакончик, потому что я говорю, я эти базы не использую в работе. Ну вот, у меня от Dance Legend флекси база, Fiber база есть. Ну, то есть этих баз у меня
достаточно. Но я, как говорю, с Поднебесной, также у меня вот есть база от Яяш, или Яяш, вот это тоже было прислано на обзор, конечно же, но я их тестирую, да, но не использую все равно на клиентах, поэтому этот, знаете, этот тест на типсах, это, ну, можно сказать, не тест, согласитесь. Ну, так как присылали на обзор, соответственно, да, я их проверяла, я их смотрела, но не на людях, да, то есть просто на бумажке проверяла там, какие они жесткие, быстро ли ломаются, хорошо ли гнутся, вот и все. Итак, как у нас будет проходить тестирование? Я для тестирования выбрала 3 торговые марки лаков для стемпинга. Это будет Born Pretty, это будет Калейдоскоп от Эль Коразон и от Dance Legend лаки для стемпинга. Почему я беру в тесте разные марки лаков для стемпинга? Я это тоже поясню. Дело в том, что перед тем, как вообще выйти в прямой эфир с этой темой, я очень много чего тестировала. Скажу вам честно, это тестирование, скажем так, а, ну, в принципе, какие-то моменты я, конечно же, и так знала, но я думаю, что сегодня я постараюсь вам объяснить, в чем вообще, скажем так, суть именно, да, чтобы стемпинг не смазывался. Здесь, ну, я потому что понимаю, нельзя проверить, знаете, вот собрать там кучу баз и попроверять. Дело в том, что, например, какая-то база, она может не смазывать лак для стемпинга от Born Pretty, но она может смазывать лак для стемпинга от другой торговой марки. А согласитесь, вот это вот держать в голове или где-то конспектировать, так, вот я стемпинг сделала лаком для стемпинга от там Dance Legend. Так, значит, какой мне надо базой там перекрыть? Ну, то есть это, согласитесь, никому не нужно. То есть это определенные вот эти вот информация в голове, которая просто захламляет ваш мозг, скажем так. Поэтому, конечно же, лучше для себя выбрать одну, например, какую-то базу, которая не будет смазывать большинство ваших лаков для стемпинга. Также хочу отметить, что а, то, что лак для стемпинга другой торговой марки, да, и, соответственно, все будет именно так, как вот сегодня будет в прямом эфире. Нет, совсем не обязательно, потому что, исходя из того, что я вижу даже на просторах Ютуба, девочки, когда тестируют лаки для стемпинга, базы, топы, да, вот как-то они там перекрывают это все. Глядя на это, я понимаю, что у кого-то вот стемпинг не смазался, а у кого-то он смазался. То есть это все равно зависит еще и от торговых марок. Вот, девочки. Так, Сандра, Смайл, добрый вечер, здравствуйте. Девочки, если вам не сложно, пожалуйста, напишите, с каких вы городов. Я с Московской области, ну, на данный момент я в Московской области проживаю. Инга, добрый вечер. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, Инга. Полина Обласова. Стемпинг можно перекрывать топом с липким слоем. Есть еще топы для слайдеров. Да, я согласна, Полина. Вот как раз я и говорила об этом. Есть такие топы для перекрытия слайдер дизайнов, но тем не менее они также не гарантируют вам не смазанный стемпинг. Они хорошо закрепляют именно, ну вот слайдер дизайны, вот что-то, но они хорошо закрепляют и стемпинг дизайны, но опять-таки, я говорю, гарантии в том, что он не смажется, стемпинг рисунок, они не дают. Маргарита Пысларь, добрый вечер. Здравствуйте, Маргарита, очень рада видеть вас. Спасибо, девочки. Так, у Дансов недавно вышел закрепитель для стемпинг рисунков. Пока не пробовала, может, слышали про такой. Да, слышала, я видела, они анонсировали, но я его еще не тестировала, у меня его пока что в наличии нет, но из-за того, что стемпинг сейчас очень быстро и стремительно развивается, конечно же, я думаю, что торговые марки как раз-таки и будут выпускать такие вот гелевые материалы, которые не будут смазывать стемпинг. В принципе, я считаю, это логично. Ну, опять-таки,
Вот видите, они тоже также анонсировали именно для закрепления, именно то, что это будет не будет смазывать стемпинг. Почему? Потому что действительно очень много девочек жалуются по поводу того, что стемпинг, само укрепление остается на ногтях, а вот именно дизайн вот прям пленочкой вот так вот отходит и все, понимаете? Поэтому, ну, я считаю, что пока что для меня самый лучший способ закрепления стемпинг дизайна — это именно перекрытие сначала базовым слоем, не толстым, тонким слоем, а затем уже перекрытие любым абсолютно топом. С липким слоем, без липкого слоя. Тут уже абсолютно не важно, каким топом вы будете а, перекрывать. Потому что мы знаем с вами, что у всех баз есть дисперсионный слой, есть липкий слой. Соответственно, на этот слой мы можем наносить как гелевые материалы с липким слоем, так и гелевые материалы без липкого слоя. То есть мы не можем наносить, ну как, нежелательно, скажем так, наносить гелевые материалы, то есть не липкий, без липкого слоя, если мы на материал без липкого слоя наносим еще слой геля, у которого также нет липкого слоя, то, скорее всего, точно все отслоится. Так, Ирина. Шнипер, прошу прощения. Здравствуйте, Ирина. Может быть, опять не так прочитала. Я прошу прощения, девочки. Вечер добрый, Виктория, здравствуйте. Я с Израиля. Спасибо за прямой эфир. И вам спасибо огромное, что поддерживаете. Вот Германия у нас, Инга, Германия. Елена Мюнхен тоже из Германии. Итак, девочки, давайте я переключу камеру, и я вам сначала покажу, насколько хорошо справляется с задачей не смазывать стемпинг. Так, одну секундочку, немного поправлю просто. Так, девочки, все хорошо видно, вот так вот, хорошо видно, хорошо слышно. Вот, дизайн отходит пленочкой. Вот такая проблема, да, есть действительно у многих. И я понимаю, что это, знаете, а, не проблема из-за того, или там неправильно что-то сделал, просто именно вопрос в закреплении. Так, итак, вот, пожалуйста, я возьму сейчас 3 типса. Я просто не стала выбирать никакой другой пластины. Лежит она у меня тут, и хорошо. Пластина, кстати, сейчас вот прям пользуется спросом. Вот этот вот рисунок. И, ну, не знаю, вот прям очень зашла вот этот вот рисунок. Итак, на типс я прям при вас сейчас отпечатаю. Так, вот эти вот проводочки, они, конечно, у меня тут висят. Я, наверное, так. То есть я буду прям отпечатывать, я просто покажу, что я имею в виду, база, которая не смазывает стемпинг. Вы просто посмотрите, насколько она, в принципе, работает. Потому что там это было видео, понятно, там был монтаж. Сейчас вот, пожалуйста, в прямом эфире вы сами посмотрите, что я имею в виду, именно когда говорю о том, что не смазывает стемпинг. Итак, отпечатываю. Первым делом я взяла лак для стемпинга от Born Pretty. Почему я беру черный лак? Потому что его, во-первых, будет очень хорошо видно. Во-вторых, ну, то есть я имею в виду смазанные какие-то моменты будут очень хорошо видны. Вот, я отпечатала. Ну, я не знаю, сколько тут вот времени прошло. И вот теперь я перекрываю базой. Это биобаза от Dance Legend. Вот, практически ничего я не ждала, никуда не, ну, то есть вот так вот, чтобы прям высох там или как-то там чего-то.
ничего не ждем. То есть, да, и, соответственно, так, сушить я не буду. Дальше, пока у меня тоже не подсох. Это был лак от Born Pretty. Теперь возьмем лак от Калейдоскоп. Подсохло. Просто сразу тоже отпечатаю, чтобы лишний раз, каждый раз пластину не чистить. Так, вот, пожалуйста. И так, сейчас у меня тут, блин, проводочки мешают. И перекрываем. Это лак от Dance Legend. Вот видите, тут вот что-то пнуло. Вот, пожалуйста. Так, и от Эль Коразон. Перекрываем. Ну, сколько здесь прошло времени? Ну, я не знаю, там меньше минуты, согласитесь. Где-то так вот. Сколько бы я ни возила, не возюкала бы кисточкой, сам стемпинг рисунок, он не смазывается. Конечно, если это постоит, да, то есть вот именно вот как на первом, например, типсе. Сейчас я возьму другую кисточку. То есть если мы, например, не отправляем сразу, то вот немножко вот база у нас с рисунком постояла, и он может как-то где-то немножко, вот, пожалуйста, да, вот ну, уже идет смазывание. Поэтому сушить тоже нужно постараться побыстрее. Ну вот здесь вот лак от Born Pretty, и тут вот, ну, скажем так, смазывается меньше, хотя постоял тоже. И вот видите, вот так вот я делаю, но рисунок, он сам по себе, вот он, видите, он, ну, не смазывается. Ну вот сколько можно вот так вот возюкать? Вот, видите, вот сейчас пошло, вот уже все, начал смазываться тоже. Поэтому мы перекрываем, в принципе, стемпинг рисунок, особо не ждем, да, на типсе это не, ну, или на ногтях то же самое. Мы не держим, а просто сразу отправляем в лампу. Но это я вам показала для того, чтобы вы тоже понимали, что со временем, конечно же, даже биобаза от Данс его смазывать. Но если мы перекрываем именно даже пускай там сразу в течение, я говорю, на один ноготок отпечатали, на второй ноготок отпечатали, и можно сразу же перекрывать уже дизайн. Вот таким образом. Давайте теперь посмотрим, как себя ведут другие базы. Я сейчас буду использовать те же самые лаки, у меня те же самые типсы, и попозже я вам покажу, как эти же материалы поведут себя, если делать покрытие немного по-другому. Так, опять у нас будет Born Pretty, Эль Коразон и Dance Legend. Возьмем, давайте базу Уна, да, наверное. Ну, у многих есть вот такая вот раббер база от Уна. Отпечатываю. Я, наверное, сразу 3 рисунка отпечатаю. Но все равно мы же прям не сразу, да, начинаем перекрывать. Так, это Born Pretty. Так, это от Эль Коразон. При вас все делаю, чтобы, знаете, не было такого, что там рисунки постояли час-два.
если рисунок, если дать рисунку, ну то есть если есть такая возможность, скажем, дать рисунку высохнуть получше, ну там минут 10, то, конечно же, смазываться будет еще меньше. Ну вот этих вот смазанных каких-то разводов будет еще меньше. Но исходя из того, что я тестировала, я могу сказать, что со временем они все, в принципе, начинают смазывать. Но опять-таки, мы же не ждем, мы не выкладываем, да, слой базы, и потом вот клиент сидит такой и ждет, да, вот, а когда там, я не знаю, когда мы там закончим. В принципе, мы сразу отправляем ручки в лампу. Ну, это раббер база, она немного погуще. И вот давайте ею перекроем стемпинг дизайн. Когда я говорю, да, я немножко вот так вот перестаю разговаривать, сосредоточенно. Не привыкла я еще пока что и делать, и говорить одновременно. Ну вот тоже не знаю, вот сколько я уже возюкаю. Вот. Но оно, видите, сам рисунок стал более, скажем, таким ярким, что ли. Ну это, в принципе, ничего страшного. Следующее у нас идет Эль Коразон. Мы вот так вот прям не перекрываем стемпинг. Ну, согласитесь, вот то, что я сейчас делаю, это я делаю исключительно в целях эксперимента, да, потому что мы, ну что мы вот пару раз вот так вот провели, и все, в принципе. Мы особо, вот как я сейчас то, что делаю, вот так вот прям несколько раз кистью, мы этого же не делаем, правильно? Но я это делаю вот в качестве чисто эксперимента. Это у нас Эль Коразон. Вот. И это у нас уже Данс Легенд. Вот, пожалуйста. Ну, по-хорошему, то есть вот по-хорошему, как в принципе мы работаем, да, вот на этом, в принципе, можно и закончить, и все, отправлять руку в лампу. Но я это делаю вот, пожалуйста, кисточкой несколько раз, чтобы вы видели, ну вот если уж прям совсем там придется как-то, ну не знаю, повозюкать. Вот возюкаю я. И, как вы видите, тоже ничего особо не смазывает. Вот. Ну вот теперь давайте посмотрим. Вот ситуация у нас с лаком Born Pretty. Немножко база постояла, ну то есть вошла в контакт, в реакцию с обычным лаком для стемпинга. И вот она, посмотрите, как она смазывается. Очень сильно. Да, вот согласны? Ну прям большая разница. Согласны, думаю, да? То есть тоже постояла, в принципе, ну, не знаю, тут давайте вот теперь следующее у нас идет от калейдоскоп. Тоже база Уна. Вот она смазывается, конечно, но не так. Ну вот, постояла, вот, пожалуйста, да, можно смазать, но опять-таки это все-таки не тот вот такой вот прям чернушный, да, вариант. Так, опять я очистила кисть. И теперь Данс Легенд. Вот, пожалуйста, тоже вот таким образом. Хотя вы вот сами видели, пока мы наносили базу, то есть я там и возюкала 150 раз, там, ну, вы видели сами, в принципе, это все в прямом эфире я делаю, то есть вполне нормально, и стемпинг не смазывался. Но стоит только базе немного передержать, или, скажем, если, например, вы больше по времени будете возюкать, то у вас будет дальше вот такая вот чернота. Теперь, но опять-таки, именно биобаза от Dance Legend вы тоже видели, да, там смазывает, но даже через, пускай там долгое время, она хоть и смазывает, но уже все равно не так сильно, как база Уна. Тем не менее, я считаю, что база Уна это тоже вполне себе
хороший материал для того, чтобы перекрывать стемпинг дизайн. Теперь давайте дальше возьмем такую базу, как от Beauty Lux. На AliExpress она доступна. Это у нас получается раббер база от Beauty Lux. Вот такой вот консистенции. Сделаем все то же самое. Просто в последующем, ну, я хочу донести просто до вас одну такую мысль, что по большому счету, ну, я, конечно, не знаю, опять-таки, я не говорю о том, что так ведут себя все базы, но исходя из того, что я проблемных баз на сегодняшний день у меня, может быть, просто нет. Это лак от Born Pretty. Самый, скажем, лак, который вот прям очень активно смазывается у меня, это лак от Born Pretty. Лак от Калейдоскоп, лак от Dance Legend. Да, они тоже могут, конечно, смазаться, но уже не так сильно, как лак от Born Pretty. Но, тем не менее, вот вы сейчас еще раз посмотрите. По большому счету, у вас достаточно времени для того, чтобы база не вступила в особую там в сильную реакцию с лаком для стемпинга, и то есть вам хватит времени для того, чтобы перекрыть стемпинг дизайн сначала какой-то базой, потом уже любым топом. Вот, пожалуйста, я сейчас перекрываю это лак Born Pretty, перекрываем мы базой от Beauty Lux. Тоже вот возюкаю, вот я не знаю, сколько вот нужно времени, вот туда-сюда, туда-сюда, вот. Вот, нигде ничего не смазалось. Давайте дальше мы возьмем, значит, это лак от El Corazon. Лак от El Corazon и база от Beauty Lux, раббер база, которая. Вот тоже тут и полусухой кистью, ну просто там уже на донышке флакона. И вот прям, ну не знаю, вот прям возюкаю, и вот, ну вот, ну согласитесь, столько мы не возюкаем базой. Ну не знаю, я сейчас это можно сказать вот прям вот баловство, просто чтобы показать то, что оно не смазывает. Ну не смазывает, вот. И возьмем Dance Legend, лак от Dance Legend тоже. Будем перекрывать от Dance Legend. Вот туда, сюда. Ну, понятное дело, что мы на ноготках клиента вот так вот не делаем. Но, девочки, это у нас просто эксперимент, правильно? То есть нам, чтобы вот посмотреть как-то, ну, вот насколько должен быть результат. Никаких кратеров. База, она ну, все в основном базы, они самовыравниваются хорошо. У них хорошая адгезия. Ну, то есть, как бы, вот какие вопросы могут быть? Тут никаких кратеров быть не может. Ну, то есть, вот хоть туда возюкайте, хоть сюда возюкайте. Вы вот сами видите, абсолютно ничего не смазывается. Вот база выровняется, все, в лампу отправили, и все, на этом, можно сказать, дальше уже перекрываем любым, абсолютно любым топом. Матовым, не матовым, там, глянцевым, еще каким-нибудь, с липким слоем, без липкого слоя, вот абсолютно. И такое закрепление, оно будет очень хорошо держаться. Ну и также для чистоты эксперимента проверим, вот у нас уже вот тут, скажем так, реакция в любом случае
ну, время прошло. Давайте посмотрим, насколько сейчас вот тут смажется рисунок. Вот, да, он смазывается, но не так сильно. Опять-таки, это вот такая же, в принципе, ситуация, как и с топом, а, ой, как и с базой, биобазой от Dance Legend. Да, ой, как и с базой, биобазой от Dance Legend. Да, вот, ну, конечно, смазывается рисунок, ну, то есть не то, чтобы прям рисунок смазывается, но вот какая-то краска, она отстает. Но, тем не менее, так сильно, как от базы Уна, согласитесь. А, От базы Уна Born Pretty прям полностью, я не знаю, там весь рисунок можно было снять с типса, то есть весь рисунок поплыл. Ну, тут, да, там что-то плывет, но не так сильно. И скажем, в заключение к этому могу сказать, что так, это у нас Эль Коразон. Вот, пожалуйста, Эль Коразон у нас вообще практически как кисть. И вот я вот прям специально возюкаю, но это, согласитесь, это никто не, ну, вы точно так не будете на клиентах делать. Я просто хочу вам показать, насколько база, та или иная, входит в реакцию с лаками для стемпинга, с теми или иными лаками для стемпинга, так вот, чтобы смазаться. Ну вот, посмотрите, тоже прошло какое-то время, ну вот что-то тут, конечно, какая-то краска отходит, но рисунок-то на месте. И, значит, и теперь у нас это лак от Dance Legend. Вот. И точно так же вот я возюкаю. Пожалуйста. Да, где-то там что-то, может быть, как, ну, я не знаю, как-то вот красится оно, да, там, то есть какой-то пигмент, он явно, вот красится оно, да, там, то есть какой-то пигмент, он явно смазывается, но четко держится рисунок, вот, причем я говорю, вот прям вот так вот возюкаю, вот, пожалуйста, прям вот так вот. Ну, и что я могу сказать в заключении по поводу, ну как, не в заключении эфира, да, а немного подведя итоги, скажем так. А, База от Beauty Lux, рабер база от Beauty Lux, она очень похожа по свойствам а, с базой от Dance Legend, с биобазой от Dance Legend. А база Уна, она все-таки, ну, ею тоже возможно перекрыть стемпинг дизайн, но немножко быстрее придется как-то, ну, вот так вот особо сильно не возюкать и быстренько перекрыть дизайн. И быстренько его заполимеризовать. Так, сейчас я опять очищу типсы. И мы с вами продолжим уже с другими базами. Ну, на мой взгляд, если говорить о базах с AliExpress, то это база Rubber база от Dance Legend. Ой, Rubber база от Beauty Lux. Но если у вас нет возможности приобрести биобазу от Dance Legend, то с AliExpress можно заказать Rubber базу от Beauty Lux. Сейчас я в этих торговых марках уже сама начну путаться. Давайте возьмем базы все-таки смазывают. Мадам Глам. Это тоже довольно известная компания, причем она заявляет себя как там 12 фри, там еще какой-нибудь там фри, 9 фри и все такое прочее. То есть очень, в принципе, у них такие щадящие материалы. Ну вот следующий по тестированию пускай будет Мадам Глам, потом мы с вами протестируем базу от Born Pretty. Просто я вам покажу сейчас разницу. Также отпечатаю 3 рисунка. Сначала лаком от Born Pretty. Так. Теперь возьмем лак от Эль Коразон. И возьмем и лак от Dance Legend.
Вот так. Вот 3 отпечатка. Точно так же особо долго мы не ждем. То есть я не даю, вот видите, я не говорю вам, вот, девочки, давайте подождем там 5 минут, пока лаки подсохнут. Да, желательно, конечно, желательно это сделать. То есть, если у вас позволяет возможность, да, то есть, пожалуйста, подождите там 5-10 минут, пока лак подсохнет. Тогда перекрытие базой будет еще комфортней. То есть, вероятность смазывания будет вообще там минимальная. Но не с Мадам Глам, по-моему. Ну вот точно так же для чистоты эксперимента мы долго не ждем. И сейчас вот мы будем перекрывать, значит, это лак от Born Pretty. Мадам Глам, вот видите, он уже поехал рисунок. Вот, не знаю, вот видно, да, вам? Ну, то есть вот он уже вот прям вот все разъедает. То есть я буквально сделала там пару-тройку движений. Ну, то есть вы видели, сколько я возюкала кисточкой. Хорошо, давайте возьмем теперь, это будет отпечаток от Калейдоскоп Эль Коразон. Вот, тут ситуация немножко получше. Ну, вот тоже уже вот вижу, что уже тянет. Ну, то есть вот, ну, немножко, но подтягивает. Но, тем не менее, тоже, конечно, можно успеть. Но вот здесь я уже вот так вот повозюкать кистью не смогу. Вот, вы видите, да, рисунок уже все, просто поехал. И давайте возьмем теперь рисунок от Dance Legend. Ну вот тут тоже уже как бы я вижу, что лак подрастворился, скажем так. И ну вот большая капля, может быть, еще там держит. Ну, получше. Dance Legend все-таки тут уже меньше, скажем так, стирается базой от Madame Glam. Вот. Тут могу уже повозюкать еще. Видите, вот еще могу повозюкать. Еще могу повозюкать. В принципе, Dance Legend и Madame Glam более или менее, как-то можно сказать, совместимы, да, и так особо прям сильно не смазывает. Но вот как я говорила в начале видео, вот вам нужно, да, вот именно таким образом подбирать себе материал, чтобы вот, например, какой-то лак он не смазывал, а какой-то лак вот прям вот смазывал, ну, очень быстро. Лак он не смазывал, а какой-то лак вот прям вот смазывал, ну, очень быстро. Вот есть ли в этом смысл? Я, ну, не знаю, как по мне, так не особо в этом есть смысл. Ну и вот опять-таки посмотрим спустя какое-то время. Вот это вот прям очень сильно. Вот все, нету рисунка. Вот вы сами видите, рисунка просто нет. Born Pretty это лак. Вот помните, такая же ситуация, точно такая же ситуация была с базой от Уна. Так, теперь у нас очистила кисть. Теперь у нас калейдоскоп. Вот, он смазался, и тоже вот, пожалуйста, нет рисунка. Вот, его можно вот прям, все, рисунка не осталось. То есть такой базой можно перекрыть, но вероятность смазывания, все. Вот если вот так потереть, все, нет рисунка. Видите, все, рисунка нет. Поэтому что, как говорится, подытожим. База от Madame Glam, ну, как по мне, для перекрытия стемпинга не подходит. Да, можно ее, может быть, какие-то лаки для стемпинга она не смажет, но подбирать под эту базу определенные лаки для стемпинга лично у меня никакого желания нет. Так, очистим пластину. И теперь давайте протестируем базу от
Born Pretty. Базу от Born Pretty. Так, также я, значит, отпечатаю 3 рисунка. Сейчас, одну секундочку. Вот здесь вот тоже просто почищу штампик. Итак, сначала, значит, отпечатаю лаком от Born Pretty. Так вот. Теперь, значит, отпечатаю этот же рисунок лаком от Калейдоскоп. И вот Dance Legend. И также мы не будем с вами долго. Так, сейчас салфетку тоже вот здесь вот заменю. И давайте будем перекрывать. Это база у нас от Born Pretty. Это Temperance база, которая там не скалывается. Вот, возюкаю. В принципе, если вы немного на типсах вот так вот потренируетесь, вы уже будете видеть, когда вот рисунок уже хватит возюкать. Вот я, например, вот сейчас возюкаю, я уже вижу, когда мне стоит прекратить возюкать. Ну, здесь вот еще можно повозюкать, в принципе. Вот, возюкаю, сколько вот можно, вот столько возюкаю. Вот, как вы видите, очень, в принципе, долго возюкаю, но ничего не смазывается. Еще раз повторюсь, возюкаю я не потому, что там мне что-то где-то не нравится, а возюкаю я потому, чтобы вам показать, насколько это не смазывается. Да, достаточно. То есть до какого, в принципе, сколько можно вот так вот возюкать, чтобы не смазывался стемпинг рисунок. Вот для чего я, в принципе, возюкаю. Потому что, ну, знаете, то есть, конечно, вот я возюкаю, но это не значит, что я могу возюкать до бесконечности. Поэтому я и показываю спустя какое-то время, что все-таки база, она входит в реакцию с лаками и начинает их, скажем так, стирать. Но вот видите, ну вот сколько вот, пожалуйста, еще давайте повозюкаем. Здесь можно прям возюкать. Можно туда возюкать, можно сюда возюкать. Вот, пожалуйста, сюда, туда. Это у нас лак от Эль Коразон. Ну, тут без разницы, видите, тут какой лак не бери, база ну, просто не смазывает. То есть вот мадам Гламом такое мы проделать уже просто не могли. Ну, думаю, тут уже достаточно тоже возюкать. Давайте возьмем теперь от Dance Legend. И также повозюкаем тут еще. Что может быть проще? Да, подбирать топ, который не будет хорошее закрепление именно стемпинг дизайна. Так, чтобы именно не скалывался, с пленкой не отходила. Вот, то есть никакой топ вам этого не обеспечит. Все равно я считаю, что нужно закреплять именно базами. У базы есть липкий слой. Ну, можно, конечно, подобрать топ с липким слоем, но это тоже, вот, понимаете, подбирать. Ну вот, пожалуйста, сколько вот, я не знаю, сколько вот еще возюкать. Видите, ничего не смазывается. Хорошо. Вот,
повозюкали. Ну, то есть вы сами видите то, что, в принципе, вот, например, такой базой, как Мадам Глам, такое, ну, вы просто не провернете, такое вы не сделаете. Но вот спустя какое-то время давайте посмотрим. Вот, пожалуйста, да, уже постояла, и база немножко подъела, скажем так, пигмент, и вот он немножко смазывается. Но опять-таки, это не тот момент, как с базой от Мадам Глам. Вот, пожалуйста. Ну да, там что-то подтерлось, но это спустя какое-то время. Так, сейчас также очищу кисть. Вот, это значит от Эль Коразон. Еще меньше. Еще меньше смазывания. То есть тут вообще прям, можно сказать, ничего никуда не разъела. Тут можно даже еще раз вот так вот поправить, выровнять, сделать этот слой еще тоньше. Вот. То есть вообще ничего не разъела. Вот вам, пожалуйста, Born Pretty, да, чистый китаец. А ничего, все нормально. С элькоразоном так вообще даже спустя какое-то время ничего не разъел. Вот Dance Legend. Вот, пожалуйста, тоже можно сказать, что ничего. Ну да, чуть-чуть есть. Есть чуть-чуть, но вообще не критично. Ну, с учетом того, вот какой кистью я это делаю, девочки, ну, то есть с учетом того, как я это делаю, с учетом того, какой кистью я это делаю, можно сказать, что вообще не, ну, очень мало что смазалось. Да, то есть вот чуть-чуть вот здесь вот видно. Вот, пожалуйста, китаец, но тем не менее, на мой взгляд, совсем неплохой китаец. Но это, знаете, вот это был как-то вот она там температурная база какая-то там вот ну, нет сколов, ничего, очень дешевая. Я потому что я ее брала, это не то чтобы даже мне прислали на обзор, это я заказывала с сайта AliExpress для Tips. Я заказала просто эту базу для Tips от Born Pretty. Я ее на самом деле уже очень давно заказываю, меня она полностью устраивает. Вот вам, пожалуйста, китаец, который абсолютно, можно сказать, не смазывает стемпинг. Теперь еще хочу такой вот момент. Девочки, напишите, пожалуйста, если вам нужен тест вот таких баз, Яёж и Гелайк. Вам нужен тест, просто других баз у меня нет. Я хотела бы вам показать еще, ну, кое-какую другую еще фишку, поэтому если вам нужен тест, давайте мы с вами его сделаем. Точно так же я сейчас их проделаю, но если вы поверите мне на слово, то могу сказать, это тоже китаец, и Гелайк это тоже китаец, и Яяш это тоже китаец. В принципе, тут ничего такого вот сейчас вот нового я для вас ничего не покажу, то есть это будет все то же самое. И что мне хочется еще показать вам? Есть такой момент, ведь согласитесь, не все стемпинг дизайн отпечатывают просто на типс. И вот я хочу показать вам, в чем может быть также еще и разница. Сейчас, одну секунду, я вот тоже тут очищу. Вот смотрите, мы берем типс. Сейчас я нанесу на него какой-нибудь белый лак. Обычный лак. Ну, вернее, гель-лак, но обычный. Вот, белый лак наносим тонким слоем. Отправляю в лампу. Это то, как мы делаем на ноготках. Давайте вот все последовательно, как оно есть. Так как это белый гель-лак, я просушу его 60 секунд. Дальше я возьму, пока у нас тот тип сушится, я дальше возьму, ну вот здесь, скажем, давайте, нет, наверное, давайте возьмем типс, на котором уже нанесен, неважно, какой-нибудь цвет, какой-то цвет, и убрали дисперсию. Убрали дисперсию. И, например, нам нужен какой-то липкий слой для того, чтобы сюда перенести стемпинг рисунок.
Ну, я думаю, что многие уже видели, да, кто-то использует праймер, кто-то клей для фольги. Тут абсолютно неважно. В общем, на липкий слой. Я сейчас просто хочу показать вам именно, когда мы переносим стемпинг дизайн на липкий слой. Я возьму праймер от Beauty Lux. Где он у меня? Я же его достала вроде. Праймер от Beauty Lux. То есть мы просто сейчас создадим тут липкий слой при помощи праймера. Как мы с вами знаем, праймер, он сам по себе, он смазывает стемпинг, он его разъедает. Любой стемпинг, рисунок, праймер разъест. Но то, что мы сейчас делаем, это исключительно для того, чтобы создать липкий слой, на который мы в последующем, давайте возьмем, давайте вот Bon Pretty. Нет, давайте, который меньше смазывается. Это, например, от El Corazon возьмем. Bon Pretty же у нас El Corazon меньше всего смазал. Вот его и возьмем. Вот мы сейчас подождем, пока этот рисунок высохнет. Вот он при вас тут будет стоять. Он высохнет, и мы его перенесем уже на липкий слой праймера. Тут у нас подсох белый лак. И на поверхности образовался, ну, скажем так, неплохой дисперсионный слой. Сейчас я возьму еще штампик. Тут-то у нас занят. Вот, у нас на поверхности образовался дисперсионный слой. И очень многие стемпинг дизайн отпечатывают на этот дисперсионный слой. Ну, типа, зачем создавать там какой-то непонятный липкий слой? Вот у нас же на гель-лаке после полимеризации. Вот на него и нанесем. Ну, вот таким образом. Согласитесь? То есть очень многие именно так переносят стемпинг рисунок на липкий слой гель-лака. Да, конечно же, так можно делать, но после этого у вас дальше могут возникнуть определенные сложности. Дело в том, что вот эта вот самая дисперсия, она все равно, ну как, едкая. Она едкая. На дисперсию даже у некоторых людей может, дисперсия у некоторых людей может вызывать аллергическую реакцию. Вот представьте себе, она едкая. И, соответственно, когда в дальнейшем, вот берем опять тот же самый этого с вами делали уже и делали тестирование. Кстати, я сейчас тоже... Вот, и перенесу вот этот рисунок, вот у нас тут уже образовался липкий слой от праймера. Вот перенесла на липкий слой праймера рисунок. Вот, пожалуйста, высохший рисунок. И в данном случае, то есть у нас тут есть праймер. Тут у нас дисперсия от гель-лака. И все эти скажем так, компоненты, они разъедают стемпинг. Соответственно, когда потом вы начинаете перекрывать этот стемпинг дизайн, ну вот сейчас он еще, нет, вот видите, ну то есть уже ну, полосочки тянутся, уже не так просто. Вот покажу вам сбоку, вот здесь вот. Ну не сильно, но тем не менее. Вот такая ситуация, то есть она может спровоцировать именно дисперсия от гель-лака, либо вот этот вот слой праймера, он может спровоцировать именно смазывание стемпинг рисунка. Для того, чтобы такого, ну как, не случилось, вот здесь вот, ну, очень хорошо себя прям ведет вот эта вот база от Born Pretty, очень замечательно себя ведет. Даже вот видите, даже на каких-то вот таких вот историях. Вообще замечательно. Но я просто сама по себе, я сталкивалась с этим моментом, то, что
если мы нанесли праймер, для того, чтобы липкий слой от гель-лака таким образом также может спровоцировать именно смазывание рисунка. Ну вот в данном случае, видите, и тут все хорошо. Ну вот, пожалуйста, не знаю. У меня лично нет претензий к этой базе. Абсолютно нет претензий. Но на моем опыте были такие моменты, когда именно на липкий слой от гель-лака, либо на праймер, да, праймер подсыхает, но все-таки, когда мы начинаем перекрывать базой, все-таки там, видать, какая-то реакция начинается, и это как-то, может быть, дело смешивается между собой, входит в контакт, и м, начинается стемпинг тянуться. Вот, вот, пожалуйста. Так, сейчас я посмотрю, нужно ли вам было показать базы от Яяш и от Gay Like. Так, девочки, почитаю вас. Почитаю. Так, Инга. Вот дизайн отходит, пленочка, это как у меня. Да, вот Инга как раз-таки читала ваш, по-моему, вот как раз тут и остановилась. Инга, а в лампе рисунок после отпечатывания можно просушить, а затем уже базой перекрыть. А тут нет смысла сушить стемпинг рисунок, да, я правильно поняла? Пересунок. Его нет смысла сушить в лампе, потому что это обычные лаки, они сохнут на воздухе. А, Ультрафиолетовое воздействие ультрафиолетовых лучей абсолютно никак, ну как, может, конечно, там, я не знаю, опять-таки, если вы, например, в лампе подержите минутку, да, лак, конечно, высохнет, получше. Но если вы и без лампы его просто подержите, то он точно так же высохнет. То есть разницы не будет какой-то кардинальной. То есть в лампе, в маникюрной лампе обычный лак не сохнет быстрее. А, Крыска Лариска, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо большое, что поддерживаете в прямом эфире. Ирина Шнипер, прошу прощения. Виктория, очень убирать в картину. Хочу для себя. Не для конкурса, спасибо. Я поняла вас, Ирина. Я подумаю, как лучше этот эфир, а, ну, как подготовить. Очень интересная мысль. Спасибо большое за идею. Дальше также Ирина пишет, может быть, у вас есть видео, и я его пропустила, хотя ни одного вашего не пропустила. Ирина, у меня есть видео о моих конкурсных работах. Там я делюсь определенными фишками, ну, именно тех работ, которые я уже сделала. Там в одном видео я показываю все три свои работы. Это тоже прямой эфир был. Вот. Хотим фишку. Елена Мюнхен, хотим фишку. Ну вот фишку я вот вроде бы хотела показать, но вот да, нужен. Танечка, спасибо большое. Танечка Лавнеос, тоже блогер, как и Елена Мюнхен. У девочек свои нейл-каналы. Очень интересные, кстати, вот Татьяна про стемпинг буквально выпустила 40-минутное видео, очень подробное. У Елены Мюнхен я знаю, что буквально завтра выходит тоже очень интересное видео про стемпинг. Девочки, проходите, подписывайтесь. У них также можно очень многому чему научиться. Инга, мне интересно фишку посмотреть. Татьяна Лавнелс. Я переношу стемпинг на липкий слой гель-лака, потом покрываю базой жидкой, буквально в 3 движения, потом топ. Если базой много раз не возить, то стемпингу то все хорошо. Ну вот как мы, в принципе, вот то, что в прямом эфире мы сегодня с вами смотрели, ну, я считаю, что да, конечно, там где-то возить, где-то можно много возить, где-то мало возить, но вот как по мне, вот есть база от Beauty Lux, рабер база. В
прямой доступности с AliExpress. Она сама по себе еще очень хорошая база, которая замечательно держится на всех ногтях. И тут, думаю, Елена Мюнхен подтвердит это, потому что это тоже работающий мастер в Германии, и как бы тоже с этой базой проблем ни у кого не возникает. Мало того, она еще и, вот видели сами, что не смазывает стемпинг. Есть база также вообще копеечная база, поверьте, вот это вот от Bon Pretty, ну, то есть я ее просто приобретаю для Tips, ну, для Tips просто не беру дорогую, правильно? Зачем это надо? И вы просто будете... Татьяна, можно... Татьяна Love Nails, наверное, отвечает, да, и можно и просушить в лампе стемпинг, сработает дисперсия гель-лака, повторно, и рисунок стемпинга меньше будет смазывать. Но давайте хотите, давайте проверим, но я на самом деле не уверена, потому что как раз-таки дисперсия, она немного смазывает стемпинг рисунок. Поэтому если она будет какая-то вот, то есть есть гель-лаки, ну вот как в данном, например, случае, гель-лак был не с явно выраженной дисперсией. Гель-лак был не с явно выраженной дисперсией. Он был, ну, такой пассивный, скажем так. Есть гель-лаки с явно выраженной дисперсией, они прям такие, знаете, жирные, они не сколько липкие, там дисперсия просто такая жирная. На такие лаки даже отпечатать на стемпинг рисунок очень сложно. Ну вот как по мне, так с цветного покрытия дисперсию лучше все-таки снимать. С базы я не рекомендую все-таки как-то, ну не знаю, с базы я стараюсь не снимать дисперсию. А, Так, добрый вечер. Опоздала. Пересмотрю начало позже. Дора-Дора. Здравствуйте, Дора-Дора. Очень приятно. Рада вас видеть в прямом эфире. Тоже мой постоянный зритель. Спасибо вам большое. Елена Мюнхен пишет, я всегда снимаю липкий слой и не знаю почему. Ну, вот я считаю, что правильно. Ну, я лично снимаю тоже липкий слой с цветников. А, Елена Мюнхен, да, держится супер база. Это вот про базу Beauty Lux. Ну вот я тоже думаю, я считаю, что неплохая. Во-первых, у них качество, сертификат ЕМС, то есть европейские сертификаты. Вообще, я не знаю, сколько тут, 15 миллилитров, 15? 15, да, по-моему, у них там миллилитров. И 10 миллилитров, и цена вообще, ну, очень, очень бюджетная цена, поэтому вот просто заказать и все, и забыть про то, что стемпинг смазывается. Ирина Шнипер, у меня тоже немного тормозит. Да, чуть тормозит. Я куда-то пролистнула. Прощения, не знаю почему. Да, чуть тормозит. Лена тоже подтверждает. У меня тоже немного тормозит. Но видно, что-то может быть сегодня как-то с интернетом. А вот у Танечки в Беларуси все хорошо. У меня все хорошо. Видео не тормозит. Спасибо, Танюш, за это самое. Татьяна Виктория, оставьте, пожалуйста, ссылку на базу Born и Beauty Look. Спасибо. Спасибо, Танюш. Хорошо, постараюсь, да, после эфира обязательно закину этот ссылочки. Елена Мюнхен. Но и базой не покрывала стемпинг. Но теперь буду. Если рисунок небольшой, то можно и без базы. А вот на весь ноготок, да, было дело, что топ ложился кратерами, да, наверное, Леночка, да. Хочу показать вам еще такой момент. Давайте, наверное, все-таки я не успокоюсь. Ну, вот такой я, наверное, глупый человек. Давайте возьмем, наверное, какой-нибудь другой лак. В принципе, от Борнов мне тоже нравятся лаки. Я же говорю, я же просто не могу. Давайте мы вот попробуем с вами в прямом эфире. Это будет такой тест
Не знаю, что получится. Если, например, до этого я примерно хотя бы понимала, ну, что там, как себя поведет, то здесь я вообще не знаю, как это себя поведет. Но, тем не менее, давайте также протестируем, чтобы, мало ли, не было вопросов. Это белый лак от Bon Priti. Сушить его буду также 60 секунд, потому что это белый пигментированный лак. Очень хороший, на мой взгляд. Вот. Я его также использую на типсы. Взгляд. Вот. Я его также использую на типсы. Хотя он сам по себе очень неплохой. Вот. От Борнов лаки, ну, думаю, те, у кого есть лаки от Bon Priti, тоже знают, что, в принципе, довольно хорошая торговая марка. Так. Так, девочки. Ну вот пока, значит, сохнет у нас это дело, мы отпечатаем с вами рисунок. Давайте точно так же точнет, потому что переносить мы его будем на липкий слой гель-лака. Только я взяла другой, скажем так, гель-лак. Вот, пока у нас сохнет, полимеризуется. Так, почитаю. Ирина пишет: вы большая молодец, спасибо вам большое, и вам огромное спасибо, Ирина, что вы поддерживаете мое творчество. Татьяна Лавнеос пишет: если на весь ноготок стемпинг, так, если на весь ноготок стемпинг, то и у меня база ложится кратерами. База ложится кратерами небольшими, но есть. Потом топом выравниваю. Но у меня с базами такое как бы, ну даже если там очень, как, ну не знаю, давайте, может быть, хорошо, давайте возьмем сейчас какой-нибудь рисунок. Дора пишет: пересматриваю ваши ролики по нескольку раз. Столько полезной информации. Большущее спасибо. Вам большое спасибо, Дора, что вы вот так вот поддерживаете меня, смотрите видео. Девочки, это на самом деле, знаете, вот каждый ваш комментарий, каждый ваш лайк, любая ваша активность на канале, она очень, очень важна для каждого блогера. Для любого блогера это очень важно для продвижения канала. Давайте возьмем на весь ноготок какой-нибудь рисунок. Не будем уж делать это сейчас всеми лаками для стемпинга. Так, вот такой вот рисунок. На весь ноготок его растянем. Вот. Давайте даже вот тут, может быть, какой-нибудь кончик допечатаю. Вот. И даже не буду, ну то есть по времени я даже не буду сейчас отпечатывать там второй рисунок, третий рисунок. Просто попробуем перекрыть его. Ну давайте рабер базой. Вот. Beauty Lux. Просто ее вот. Ну, база, в принципе, я не знаю, может, что это за база, но база, в принципе, кратерами, она как бы, они же все самовыравниваются. Ну, вот, я думаю, ну, вот так обычно я перекрываю базой. Я не знаю, я даже там, не то, что я сейчас даже не буду переворачивать, но я думаю, вот, это ровный типс изначально, ну, как обычный типс, изначально вот он ровный, и вот тут вообще абсолютно никаких кратеров, ничего не образовывается. Ну, то есть и сразу в лампу. Ну, не знаю, вот даже вот какие-то такие рисунки, они очень, ну, база, ну, базы, они сами по себе более такие пластичные, скажем. Тут у нас вот прям вот липкий слой, не знаю, вот как вам показать эту липкость. Вот так, да, вот видно. Ну, то есть есть вот какой-то липкий слой, думаю, видно.
Вот, и теперь переносим сюда рисунок, на этот липкий слой. Тут главное не смазать, потому что если вы немножко как-то туда-сюда сделаете, то есть рисунок может в принципе даже по дисперсии смазаться. Может смазаться рисунок. Вот, все отпечаталось, все замечательно, очень все хорошо. Давайте попробуем в лампу досушить. Да, давайте. Ну, я не знаю, сколько там, 30 секунд? Давайте 60 секунд поставим, пускай уж так вот, чтобы наверняка. Ну, в принципе, это получается, что сейчас обычный лак, пускай там хоть как-никак, но все-таки сохнет, да, минуту. И возьмем с вами, а, какую возьмем базу? Давайте там любую базу возьмем, какие мы сегодня там с вами, ну, Уна у нас, понятное дело, смажется. Ну, давайте возьмем от... Нет, гей-лайк мы с вами не тестировали. Мадам Глам будет смазываться. Ну, давайте возьмем биобазу от Dance Legend. Посмотрим. В ней-то я вообще уверена. Ну, я говорю, ею я работаю на клиентах, не на типсах. Вот, возьмем от Dance Legend. Сейчас оно немножко подсушится. Ну, это вот сразу и проверим. А вдруг тоже сработает, да? Будем знать. Так, вот, пожалуйста, не смажется. Ну, оно, в принципе, не должно смазаться, но... Потому что это Dance Legend, биобаза, и в ней я вот прям уверена, как никто, и как ни в ком. Ну, вот, пожалуйста, возюкаю я. Тоже все нормально. Нет, все пошло. Вот оно. Вот. Вот оно. Видите, вот. Все. Пора смазываться. Ну, то есть вот это то, что, о чем я говорила. Если стемпинг рисунок отпечатывать а, на дисперсию от гель-лака, либо на праймер, вот если вы нанесли праймер и после этого переносите рисунок, то вот базой уже не получится вот так вот возюкать долго. То есть вот эта вот реакция, она будет намного быстрее проявляться. Реакция, я имею в виду вот это вот смазывание, оно, ой, смотрите, вообще прям как поехало. Ну, мы с вами это дело тестировали, да, такого вообще не было. А здесь вот видите, даже рисунок, пожалуйста, он стирается. Это вот именно реакция дисперсионного слоя. То есть дисперсионный слой, он все-таки кислотный, да, там, я не знаю, я говорю, это слой, который реально вызывает аллергию, а у меня в частности, и у меня в частности. Поэтому, если у вас, вы знаете, что у вас, например, дисперсия от гель-лака, либо вы нанесли праймер для того, чтобы лак перенести, лак для стемпинга, то лучше базой особо не возюкать. Ну вот, какое-то такое вот заключение. Давайте подведем итоги, а то мало ли вдруг там, я не знаю, где-то что-то было не очень понятно. На этом, думаю, эксперименты мы с вами на сегодня закончим. Вот. Просто лично от себя могу сказать, что вот есть такая вот биобаза от Dance Legend, есть база от Beauty Lux. Копеечная, абсолютно там очень недорого стоит она. И вот эти базы, они все подходят для того, чтобы перекрывать стемпинг дизайн. Но если вдруг мы, значит, если мы делаем, мы отпечатываем стемпинг рисунок на дисперсию от гель-лака, то, скорее всего, база, ну, быстрее войдет в реакцию и быстрее смажет стемпинг. Ну, то есть вот последний эксперимент, в принципе, вот вам это показал. Но вот помните, вот мы до этого делали то же самое, да, на дисперсию другого лака,
белого от, кого там мы брали, от Girl to Girl. И там стемпинг не смазывался. Но это было какое-то вот исключение из правил, потому что обычно вот у меня, если я отпечатываю стемпинг рисунок на дисперсию гель-лака, то, как правило, база очень хорошо размазывает стемпинг рисунок. И если мы используем праймер, соответственно, там неважно какой праймер, то это тоже нужно будет как-то вот очень-очень быстренько раз и нанести. А так, во всех остальных случаях, то есть если мы перекрываем типс каким-то цветником, лучше дисперсионный слой просто снять. И все. И не будет у вас в дальнейшем никаких проблем в закреплении стемпинг дизайна. То есть абсолютно никаких проблем уже не будет. Вот, на мой взгляд, лучше все-таки делать именно так. Девочки, так, я сейчас найду. Так, Татьяна Лафнейл, согласна, активность важна. Да, все верно. Любой блогер вам это скажет. Так, а, Анжела, скорее всего, Ангела или Ангела Ягур. Простите, пожалуйста, если я неправильно прочла ваш ник. Замечательная тема ролика. Спасибо вам огромное. Спасибо, что зашли на прямой эфир. Дора-Дора, рисунок лучше переносить подсохший или не просохший. Вот рисунок, если у вас есть возможность попросить клиента, ну там типа посиди 5 минут или там посиди там хотя бы 2 минутки, да, замечательно. Как показывает практика, обычно на стадии дизайна это уже, знаете, там быстрее, 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 быстрее. Поэтому в тесте, то, что мы сегодня с вами делали в прямом эфире, я особо не ждала. То есть я отпечатала вот 3 рисунка и, то есть, ну там, беру флакончик и начинаю перекрывать базой. То есть особо мы и не ждали. Но если есть возможность подождать, то лучше, конечно, подождать, пока рисунок получше высохнет. Но результат, я говорю, вы посмотрите, то есть даже особо не высохшие рисунки, стемпинг рисунки можно перекрывать базой, и все замечательно, там ничего нигде не смазывает. Дора-Дора, можно ссылку на лаки от Игели Dance Legend? Да, конечно, можно. У них официальный сайт Dance Legend. В зависимости, конечно, от той страны, где вы живете, там у них вот есть доставка, просто куда-то есть доставка, куда-то нету. Татьяна Love Nails. В 3 движения базы все прекрасно и не смазывается, а больше количество раз возить, на мой взгляд, и не нужно. Это мое мнение. Танечка, я не против твоего мнения абсолютно. Я просто единственное, что я показала в прямом эфире, это то, что если мы переносим стемпинг рисунок на дисперсию от гель-лака, то перекрывая этот рисунок, стемпинг рисунок, гель-базой, рисунок смажется быстрее, нежели вот как я это делала в начале, да, убирая дисперсию. Вот, только и всего. Ну, по поводу там 3 раза движения, там 3, 2, 4 раза, это, как говорится, у каждого в этом плане, ну, ну, как рука поставлена, так и, так и наносят базу. Так, Инга, огромное спасибо за тест. Теперь понимаю, почему рисунки не четкие, а слегка расплывчатые. Нужно снимать дисперсионный слой. Ну, я считаю, что лучше снять дисперсионный слой, а потом уже вот при перекрытии, при закреплении, скажем так, дизайна, у вас просто не будет возникать вот таких проблем. Инга, а я новичок, делаю, конечно, медленно, и у меня начинает то, что вот исходя из прямого эфира, вы для себя отметили
что, скорее всего, вы просто очень долго возитесь кисточкой, да, и, соответственно, у вас уже рисунок начинает как-то смазываться. Но я говорю, то, что я показывала сегодня в прямом эфире, вот прям 150 раз возюкала, это я делала исключительно в целях тестирования, да, то есть показать, что вот, пожалуйста, вот я возюкаю туда, вот я возюкаю сюда, и вот оно вот какое-то время, то есть вот какое время оно не смазывает. И дальше также через несколько минут, спустя несколько минут я вам беру типс, показываю, что вот, пожалуйста, вот через несколько минут он в любом случае начнет уже смазываться. Так, Инга, а то, что не уплыло, потом вместе с топом снимается пленкой. Ну, вот как раз, вот скорее всего из-за того, что у вас дисперсионный слой входит как раз-таки в реакцию с обычным лаком, то есть это вот как-то что-то там где-то размазалось, и ну, как по мне, потом, конечно, в любом случае, если перекрываете топом, он держаться особо хорошо, ну, как по мне, не будет. Ну, скажем так, вот прям четко до коррекции. Но опять-таки, еще какой стемпинг дизайн? Если просто отпечатать там какую-нибудь маленькую веточку там где-нибудь по центру ноготка, то там можно и просто топом перекрыть. Но если, например, это реверсивный стемпинг, если это все-таки какой-то вот такой уже побольше рисунок, то здесь, мне кажется, в любом случае лучше закрепить ее основательно, так, чтобы клиент, ну и вы в том числе, а, спокойно ходили там 3-4 недели. Вот. Елена Мюнхен пишет. Спасибо за эфир. Пошла в баньке. Целую. Спасибо, Леночка, спасибо. Спокойной ночи. Так, Ангела пишет. Виктория, все верно прочли. Спасибо большое. Так, Инга, Лена, снов карамельных и жду видео новое. Да, у Лены завтра выйдет как раз очень интересное видео. Так, Ирина Шнипер пишет, обязательно перекрываю базой стемпинг. Обязательно перекрывать базой стемпинг или нет? Я считаю, что лучше сначала перекрыть стемпинг рисунок базой. Но это лично мое мнение, исходя из моего опыта. То есть в начале видео вот тоже говорила, если мы не перекрываем стемпинг рисунок базой, то у топа сцепка с органическими материалами, она очень слабая. То есть топ, он хорошо держится уже на искусственных покрытиях, то есть на укрепленных ноготках, ну то есть уже на каком-то другом гелевом покрытии. Только база, только гель-база имеет такие свойства цепляться за натуральный ноготок, ну или пускай вот за обычные, скажем так, вот обычные лаки. Именно поэтому мы сначала стемпинг рисунок перекрываем гель-базой, а уже потом любым гель-топом. Анжела пишет, я всегда снимаю дисперсию с гель-лака и покрываю сразу топом. Если есть кратеры, то перекрываю потом еще раз, и все отлично носится. Мгм. Так, с гель-лака дисперсию вы сняли. Но, Анжела, пожалуйста, поясните, то есть вы с цветного покрытия, цветного геля сняли дисперсию. После этого вы, например, там сделали стемпинг рисунок. Ну, мы сейчас вот как-то, не знаю, о стемпинге, наверное, дизайне. Именно о том, как закрепляется стемпинг дизайн. И после этого вы перекрываете стемпинг дизайн топом, а если образовались кратеры, то перекрываете еще раз. Окей, еще раз топом, и все отлично носится. Ну, вот видите, у вас, видите, такой опыт есть. Но, опять-таки, я еще раз говорю, здесь тоже смотря какой, возможно, топ, у вас очень хороший топ. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, какой вы именно топ используете, или вы, может быть, разными топами пользовались, и у вас одинаково все хорошо. Очень интересно. Инга пишет, Виктория, а можно покрыть топом слоем
слоем топом и сверху топа делать стемпинг. И уже потом покрывать базой и топом. А смысл? Слоем топа, да, после этого вы делаете стемпинг дизайн и потом опять по новой слой базы и слой топа. Ну, то есть, на мой взгляд, это уже получится очень толстые ноготки. Ну и просто я не вижу смысла. Это чтобы дисперсию не убирать или вот с каких соображений вот этот вот такая последовательность? Да, я знаю, что очень многие не убирают дисперсионный слой, потому что боятся, потому что если даже дисперсионный слой попадет на кожу клиента, у клиента это тоже может вызвать аллергическую реакцию. Но подскажите, пожалуйста, Инга, с каких соображений вот эта вот последовательность, потому что я не вижу смысла а, сверху топа делать стемпинг. Не знаю. Так, Ирина, поняла, спасибо. И вам спасибо, Ирина. Анжела, да, все верно. Окей. Натали Семенова. Здравствуйте, Натали. Спасибо большое, что поддерживаете меня в прямом эфире. Здравствуйте, Виктория. Как вы относитесь к гель-краске для стемпинга или лаки для вас лучше? Наталья, ну вы знаете, я не могу сказать, что вот, например, чаще всего, если вот так вот, чаще всего я использую обычные лаки для стемпинга. Но бывают, например, такие моменты, где я, например, понимаю, что тут справится только гель-краска для стемпинга. А, В конкурсных работах, если, например, да, у меня есть обычные краски для литья, обычные лаки для стемпинга именно для литья, от Dance Legend, но а, в конкурсных работах, например, иногда все-таки приходится использовать гель-краску, потому что понимаешь, что обычный лак для стемпинга, ну, такого эффекта не дает. Там же все-таки получается, ну, это же все-таки гель, а, пускай он там даже тонким слоем, но он все-таки более концентрированный, скажем так, и слой потолще, и там пигментация получается ну вот получше в какой-то лаками, и с лаками для стемпинга, и с красками для стемпинга, и даже фольгой, да, вот клеем для фольги, а, и гель-клеем для фольги очень часто я пользуюсь, и обычным клеем для фольги, и вот даже вот этими материалами я делаю стемпинг. Поэтому у меня нету такого, что вот что-то я люблю больше, а что-то я люблю меньше. Тут все зависит от того, какая работа, что именно нужно сделать. Я, конечно, понимаю, что я сейчас, наверное, Наталья, да, вот вам отвечу. Я понимаю, что для многих, например, а, ну вот у вас уже, к примеру, много лаков для стемпинга разных марок. И вот и вам такие говорят, да, там, а вот гель-краски для стемпинга. Но раз у вас уже много лаков для стемпинга, вот представьте, сейчас полностью собрать палитру гель-красок для стемпинга. Для многих это, скажем так, дороговато, там бьет по бюджету, там еще что-нибудь, еще что-нибудь. И, конечно, ну, вам скажут, ой, мне проще, например, использовать обычные лаки для стемпинга. Но согласитесь, мастер, как по мне, должен уметь работать и с тем материалом. Ну, во всяком случае, хотя бы попробовать, хотя бы, я не знаю, уметь, да, там, если вдруг там какая-то ситуация такая возникнет и нужно сделать именно гель-лаками, потому что очень много техник в стемпинге, где используются именно гель-краски для стемпинга. Потом гель-краски, они между собой очень хорошо смешиваются в градиент. У меня на канале есть такое видео стемпинг и градиент. Да, и там вот этот вот градиент как раз-таки он более плавный, более красивый получается именно с гель-красками для стемпинга, потому что с обычными лаками для стемпинга, ну,
Да, там можно, конечно, вот несколько раз там возюкать, а можно не успеть, понимаете, снять этот рисунок. Поэтому где-то используется гель-краска, где-то используется обычный лак для стемпинга. Ну вот у меня, во всяком случае, как-то так. Я не сторонник, вот когда люди начинают, вот мастера говорят, компании или купите штампик нашей компании, и у вас там все начнет получаться стемпинг, и у вас все будет хорошо, и будет все замечательно. Я вот это вот не совсем понимаю. Я, наверное, не совсем, может быть, нормальная, не знаю, но как бы в моем понимании стемпинг должен получаться любыми материалами, любыми пластинами. Попадаются брак, я согласна, бывает такое, от этого никто не застрахован, но сейчас в силу того, вот что во всяком случае я вижу на Алиэкспресс, очень много компаний, которые очень даже хорошие пластины для стемпинга, лаки для стемпинга производят. И ничем они не уступают другим абсолютно, вот просто абсолютно, ну не знаю. Кстати, вот есть у меня прямой эфир, а стоит ли переплачивать, вот посмотрите тоже. Так, так, Инга пишет, а смысл в том, что стопа, если не получилось нормально перенести рисунок, убрать легче, не получившийся рисунок. Очень интересно, Инга, спасибо. Хорошая мысль, но если мы говорим про покрытие, именно цветное покрытие, именно гель-лаком, то, в принципе, убрать стемпинг рисунок с гель-лака тоже не сложно. Ну, у меня как бы тоже такое было. В принципе, это неплохой вариант. И если мы говорим о каком-нибудь таком тонком слое топа, то почему нет? Я считаю, что отлично, да, вообще замечательно. Почему нет? Это, ну, на мой взгляд, очень хорошо и очень практично в итоге будет. Инга, спасибо вам большое за такую мысль. Ну, просто, как сказать, цветное покрытие, если мы делаем из геля, то есть это у всех, я думаю, такое бывает, что вот раз отпечатали стемпинг, и вот что-то там пошло не так, или как-то там криво отпечатали, особенно это бывает с геометрией, да, очень часто раз и как-то там куда-нибудь в кривь и в кость там рисунок пошел. Но это же все-таки гель-лак, то есть немного, даже можно обезжиривателем просто раз и стереть рисунок, стемпинг рисунок. Даже обезжиривателем, там не обязательно брать какую-то прям ядреную жидкость, ацетоновую или вот что-то такое. Вот. Но, Инга, идея очень хорошая. У вас там был вопрос, как раз-таки, можно ли на топ, да, после того, как вы цветное покрытие перекрыли топом, и потом уже на топ отпечатываем стемпинг рисунок. Конечно, можно, да, точно так же можно, отпечатываем на топ, только если у топа была дисперсия, мы убираем эту дисперсию, отпечатываем стемпинг рисунок, перекрываем базой и затем уже перекрываем любым любимым или нужным вам топом. Ну, то есть последовательность такая. Так, Наталья Белорукова пишет, привет из Протвино. Виктория, здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, здравствуйте. И вам большой-большой привет. Полина Обласова. Я перекрываю стемпинг топом с липким слоем, а потом топом без липкого слоя. Все хорошо носится. Полина, согласна с вами. Такой вариант тоже очень носибельный. Действительно слоем имеет очень хорошую сцепку, почти такую же, как и любая гель-база. Поэтому, да, все будет хорошо носиться, я уверена, что такой вариант тоже вполне подойдет. Просто сегодня мы говорим о базах, потому что, как я вам говорила, вот именно Мария Смирнова задала такой вопрос в комментариях под видео. Вот, какие еще базы не смазывают стемпинг. Поэтому вот прямой эфир сегодня у нас посвящен именно базам. Вот, девочки, те комментарии, те вопросы к базам. Вот, девочки,
те комментарии, те вопросы, которые вы пишете, это тоже для меня, знаете, своего рода вдохновение к следующему прямому эфиру. Я смотрю, какие вопросы вас интересуют, и уже начинаю там что-то в голове как-то шарики за ролики, в общем, и чтобы показать в прямом эфире. Поэтому я буду очень рада, если вы также и будете писать, может быть, задавать какие-то вопросы мне под видео. Обязательно с этой темой потом встретимся с вами в прямом эфире, надеюсь. Так, и Ирина пишет, гель-краски смазываются. Ирина Шнипер пишет, гель-краски смазываются. Я тут не смогу с вами согласиться, что гель-краски смазываются. Если правильно работать с гель-краской, буквально просто пару секунд закрепить рисунок в лампе. То есть вы отпечатали рисунок с гель-краской на штамп, буквально 2 секунды в лампе зафиксировали, после этого переносите рисунок на ноготок. И ничего не смажется, поверьте мне. Ирина, просто на моем канале есть видео стемпинг гель-красками. Есть даже такой обзор гель-красок для стемпинга от компании Beauty Lux. Там их вся коллекция, не помню сколько там цветов. Вы можете посмотреть, что, например, эти краски, они не скатываются на штампе, даже на прозрачном штампе. Эти краски, они и не смазываются при переносе. Там я, в принципе, рассказываю тоже и про фишки работы с гель-красками. Если вам интересно, пожалуйста, посмотрите то видео, я думаю, ну, для себя там многое подчеркнете. И в итоге, ну, я думаю, что если у вас уж есть гель-краски для стемпинга, вы найдете им применение, и работать с ними вам будет очень комфортно. Ну, смотря какие, конечно, гель-краски у вас для стемпинга, но тем не менее. Татьяна Love Nails. Соглашусь с вами, Виктория, Танечка. Блин, так официально. Так непривычно с вами, Виктория, что не нужно привязываться к определенному бренду при выполнении стемпинга. Да, я просто, я понимаю, вот Таня тоже, кстати, вот в своем видео говорила, да, это маркетинговый ход, и люди, которые это говорят, это, в принципе, люди, которым, ну, вот где-то что-то как-то, я не знаю, может быть, оплачивают, да, там как-то прямые эфиры, мастер-классы, там и все такое прочее. Ну, бренды же, они так делают, они приглашают мастеров показать мастер-классы. И, конечно, наверное, может быть, даже в какой-то мере эти бренды обязывают этих мастеров, знаете, там сказать в прямом эфире, что вот там, ой, как замечательно, ой, там, как все хорошо, приобретайте, пожалуйста, вот эти вот лаки для стемпинга или краски для стемпинга или пластины или штампы. Я это тоже могу понять, это все как бы бизнес, это все понятное дело, но а, делать на этом акцент, что вот там, знаете, вот покупайте только наши, и у вас все получится, ну вот это я вообще не люблю. Крывать топом гель-краски. Есть, конечно, гель-краски, которые не нужно перекрывать топом. От Dance Legend Art гели. Это верхнее покрытие, которые не нужно перекрывать топом. То есть вы можете что-то нарисовать ими, сделать и после этого уже топом не перекрывать. Но если вы сейчас, Наталья, спрашиваете меня именно о гель-красках для стемпинга, которые не нужно перекрывать топом, то мне таких не попадалось. И я вам скажу, наверное, тут, может быть, в дальнейшем они, конечно, и появятся, но я думаю, что загвоздка тут в том, что гель-краски именно для стемпинга, в них очень большое содержание пигмента. И так как пигмент, он все-таки разрушает гелевую структуру в той или иной степени, ну, то есть такой гель уже скажем так, вот прям очень хорошо держаться в любом случае не будет. К тому же стемпинг рисунок, он сам по себе очень-очень тонкий. И навряд ли со временем, ну, может быть, конечно, и появится такая гель-краска для стемпинга, которую не нужно будет перекрывать топом, но чисто технически, чисто с точки зрения физики материалов, я думаю, такое сложно сделать.
Дора Тора. Реверсивный стемпинг чем лучше делать? Гель красками или лапками? Лапками. Дора лучше лапками, конечно. Но я поняла, что да, лаками. Реверсивный стемпинг это лучше. Как, что значит лучше, не совсем понимаю. Гель красками тоже можно раскрашивать, реверсивный стемпинг, и обычными лаками можно, вот прям совсем обычными, которые на ногте красят лаки, ими тоже можно красить, раскрашивать реверсивный стемпинг. Ну, то есть здесь абсолютно нет никаких ограничений. Чем вам удобней, тем и лучше. Конечно, обычный лак и лак для стемпинга, они быстро сохнут, поэтому вам периодически придется постоянно добавлять, скажем так, капельки лака, ну, чтобы раскрасить, например, какие-то рисунки, заморочки. Вот. Если вам интересна эта тема, я, наверное, уже всех запарила, да, с этими, со своими видосами. Ну, просто, правда, у меня есть видео, новая техника она называется. В этом видео я рассказываю то, как можно на обычном прозрачном штампе раскрашивать реверсивный стемпинг гель-лаками. И гель-лак не будет скатываться. Вот. На мой взгляд, тоже интересная техника. Я ее уже прям во многом. Ой, эта техника меня очень сильно спасла в моих конкурсных работах. Очень сильно. Это прям, вот знаете, это я не знаю, я бы навряд ли смогла бы какие-то там моменты, да, сделать без этой техники. Вот я вам на полном серьезе говорю. Поэтому посмотрите видео, новая техника называется. Так, Инга, Виктория, спасибо огромное за эфир. Для меня тема очень актуальна, но смотрю все видео и эфиры. Спасибо большое, Инга, спасибо. Так, Ирина Шнипер пишет, у меня гель-краски от Born Pretty. Неплохие краски, у меня тоже были гель-краски от Born Pretty, они у меня закончились. Вот, ну я их также использовала очень активно, очень хорошие гель-краски. Ну, ничего там не смазывается, ну, то есть и, в принципе, при отпечатывании, у меня тоже есть обзор, кстати, на гель-краски для стемпинга от Born Pretty, и все замечательно. Елена Мюнхен, я вернулась. Спасибо, Леночка. Что, не спится, да? Ты думаешь, мы про тебя тут, наверное, сплетничаем, поэтому ты решила проверить. А не про тебя ли мы тут болтаем? Наталья Белорукова пропустила, а вы уже рассказали, какие топы и базы не смазывают стемпинг. Наталья Белорукова. Да, я уже в начале видео, но сегодня у нас была именно тема про базы. Еще раз повторю, Мария Смирнова попросила, ну, задала такой вопрос, какие другие базы для стемпинга, ой, фу, базы для стемпинга, все уже, девочки, заговариваюсь, какие другие базы, кроме Dance Legend Bio, не смазывают стемпинг. И вот сегодня мы проверяли несколько торговых марок, несколько лаков для стемпинга, несколько баз. Посмотрите эфир сначала. Там прям вот наглядно я буду прям вот отпечатывать рисунок и прям мазать. И там будет видно, что смазывает, а что не смазывает. Елена Мюнхен, я просто вернулась. Так, ну, я ж пошутила. Так, Ирина Шнипер пишет, когда я говорила, что смазывается, я имела в виду, когда переношу на штамп. Окей, когда вы переносите на штамп, у вас рисунок смазывается. Ну, я не знаю, может быть, там как-то штампом, как-то ну, я не знаю, может быть, сдвинули как-то штампом или что-то. Или вы имеете в виду, знаете, есть такая проблема при работе с красками для стемпинга, есть такая проблема. То есть рисунок переносится, но вместе с рисунком переносится вот что-то такое вот, какая-то грязь, то есть ненужное что-то с пластиной. Может быть, вы это имели в виду смазывается? Или вот именно смазанный рисунок, то есть вот сам рисунок, вот он, то есть не какой-то четкий, ну, то есть не самого смазанный рисунок, вот
Как-то я не совсем хорошо понимаю. Вот, да, есть такая проблема, что при работе с гель-красками для стемпинга вы отпечатываете, и у вас на штампе есть рисунок, и есть вот какие-то такие, знаете, разводы, которые также отпечатались на штамп. Может быть, вы это имели в виду? Так, ну вот, да, Инна пишет, ну да, именно это. Тут все зависит, опять-таки, от того, насколько вы правильно работаете гель-красками для стемпинга. Ведь есть, Инна, вот у меня, знаете, полосы. Да-да-да, да-да. Ирина Шнипер, пожалуйста, напишите, а вы до этого работали обычными лаками для стемпинга? А, Мне просто очень интересно, чисто для статистики мне это интересно. Просто смотрите, когда мы работаем обычными лаками для стемпинга, ну вот, то есть обычные лаки для стемпинга, мы делаем стемпинг. У нас рука уже привыкла к определенным движениям. Вот при работе с обычными лаками для стемпинга, хочешь не хочешь, а у нас уже рука поставилась. Так, у меня тоже так получается, это Наталья Белорукова пишет. Вот-вот-вот, да, вот эта проблема мне знакома. Так вот, у Виктории по этому поводу есть видео. Это уже Лена Мюнхен надо мной прикалывается. Да, у меня на самом деле есть видео по этому поводу. Вот. Ирина Шнипер, лаками, да, все норм выходило. Вот, все правильно. Вы до этого работали обычными лаками для стемпинга. У вас рука уже привыкла, и вы уже для себя прекрасно понимаете, как вам работать в сочетании с обычными лаками и со штампом, и с пластиной. Но дело в том, что при работе с гель-красками для стемпинга немножко все-таки нужно свою руку перенастроить, скажем так. Почему? Потому что, во-первых, мы а, снимаем краску по-другому, вот именно, чтобы не было никаких разводов, да. Во-вторых, да, мы точно так же перекатываем рисунок, но мы не торопимся. Вот многие, знаете, говорят, самое хорошо с гель-красками не нужно торопиться, потому что они типа не сохнут. Но тем не менее, привычка-то у нас осталась, у тех, кто постоянно работает с обычными лаками. У нас же привычка осталась, и у нас уже машинально, вот знаете, вот это вот происходит, хоп, осталось, и у нас уже машинально, вот знаете, вот это вот происходит, хоп, убрали, хоп, отпечатали. Понимаете, вот, у нас уже это машинально, а с гель-красками так нельзя. С гель-красками нужно именно убрать, подождать, пока краска осядет. Вот в ту гравировку, ну, понятно, что она там уже есть, но тем не менее нужно все-таки немножко дать, ну, не 5 минут, конечно, ну, вот чуть-чуть, типа вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот, и потом медленно перекатить. Еще легче перекат, чем с обычными лаками. Еще легче перекат. Тогда все будет чисто. Посмотрите видео, обзор на гель-краски про Beauty Lux. Посмотрите, он был снят там, я не помню, 1,5 или сколько лет назад был снят. Но вы, думаю, там и как скребком правильно, ну, не то, что правильно, как лучше. Так, ну, Лен, ты меня, конечно, под это самое молодец, умничка. Мне прям очень понравилось. Так, у Виктории есть видео по этому поводу. Так, Ирина. Ирина Шанипер пишет, лаками, да, все норм выходит. Ну вот, да, лаками, скорее всего, вот я говорю, просто немножко нужно по-другому руку, ну вот этот вот алгоритм движений просто немножко другой, скорость движения немножко другая. Решила попробовать гель-краски, скупила всю палитру и не выходит. Ой, Ирина, получится. Получится, я думаю, все получится. Бонприте хорошие краски, я их тоже тестировала, все с ними замечательно. Поэтому уверена, что получится. Просто немножко поменяйте скорость отпечатывания, работа с крепком немножко там другая. Ну вот, в принципе, и все. Уверена, получится. Ну вы всю палитру скупили. Ну как, жалко же прям вообще. Всю палитру скупили. Ну как, жалко же прям вообще.
Да у нее по любому поводу уже есть видео, нужно будет тоже посмотреть. Лен, спасибо большое, блин, прикол классный получился. Так, Ирина, все, пошла пробовать, отпишусь. Ирина, ну вы, если вам не сложно, вы все-таки посмотрите это видео-обзор про гель-краски от Beauty Lux. Вы его посмотрите. Там не то, чтобы я именно гель-краски, я говорю вам посмотреть этот обзор не для того, чтобы там, ой, какие хорошие гель-краски для стемпинга. Нет, абсолютно не для этого. Я хочу, чтобы вы посмотрели это видео, там я как раз-таки показываю про работу с гель-красками, ну, в стемпинге. Анжела пишет, очень хорошо, что у нас есть канал Виктории с ее роликами. Если покопаться, можно на все свои вопросы найти ответы. Анжела, спасибо большое. Да, действительно, копаться, конечно, никто не любит, старые видео никто не любит смотреть. Да я еще такая, знаете, глупая малек. Я, в принципе, стараюсь в каждом даже обзоре, либо в каждом ну, просто каком-то видео показать что-нибудь интересное, что-нибудь полезное, что-нибудь нужное, а потом сама забываю, а где это, а видео-то названо как обзор там на такие-то гель-лаки или обзор на пластины. И я уже потом сама даже забываю, а в каком из обзоре я вообще это показала, а где я это вообще покажу. Да, Леночка прям вообще поддела здорово. Отлично получилось. Девчонки, ну все, почти 2 часа мы уже в прямом эфире. Я сейчас посмотрела на время, немножко ужаснулась и пролетела просто, как не знаю, сама не заметила, как буду с вами прощаться. Спасибо вам огромное за поддержку вашу. Я буду очень вам признательна, если вы и дальше будете меня поддерживать. Для меня это очень важно. Это для всех блогеров очень важно. Поэтому спасибо вам огромное, низкий вам поклон. Будем надеяться, что в следующий вторник также встретимся с вами, посмеемся. Может, Лена вон еще что-нибудь придумает. Я не по делу, я доложила. Ленусь, я шучу, ну что ты. А, Так, а вы нас спросите, мы поможем найти тот или иной эфир. Ну вот, тем более, видите, можно даже спросить. Спасибо вам, девчонки, спасибо. Я вас всех целую, всех обнимаю. До скорых встреч. Увидимся. Все. Спасибо, 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 спасибо. Всем пока-пока.